Лувр – один из крупнейших художественных музеев мира. Здание Лувра, в прошлом Королевский дворец, расположено в первом муниципальном округе Парижа, на правом берегу Сены, чуть западнее Сите. Около 1200 года король Франции Филипп II Август приказал возвести здесь крепость и назвал ее Лувром. В 1528 году по приказу Франциска I на месте старой крепости был построен дворец. С тех пор каждый монарх вносил в облик Лувра свои коррективы, перестраивая его или добавляя новое строение, как, например, Екатерина Медичи, пристроившая к Лувру Тюильри. Лувр дважды находился под угрозой сноса. Первый раз в 17 веке, когда архитектор Лоренцо Бернини, автор колоннады на площади Святого Петра в Риме, предложил премьер-министру Людовика XIV Кольберу снести старое здание и построить на его месте новое. Второй раз предложение снести дворец исходило от Людовика XV, но приближенные отговорили его от разрушения Лувра. Впервые двери музея были открыты для публики 8 ноября 1793 года, во время Французской революции. Среди тысяч картин и скульптур имеются такие известные произведения, как Джоконда, Венера Милосская, Ника Самофракийская, картины Рембрандта, Тициана и Леонардо да Винчи. При Наполеоне Лувр стал одним из 4 самых крупных художественных музеев Европы вместе со Шмолианским музеем в Оксфорде, Дрезденским музеем и Художественным музеем Ватикана. Музей был открыт на основе королевской коллекции, которая постоянно увеличивалась за счет трофеев, новых приобретений и пожертвований. А начиная с XIX века свой вклад стали вносить французские археологи, активно работавшие в Египте и на Ближнем Востоке. Стеклянная пирамида Лувра во дворе Наполеона служит главным входом в музей и является одним из символов Парижа. Через 200 лет после французской революции президент Франсуа Миттеран предложил проект создания Большого Лувра. Миттеран хотел превратить дворец в самый большой музей в мире. Кроме того, его идеей было продление исторической оси Парижа, 9-километровой перспективы, проходящей по Елисейским полям. Так называемый Триумфальный путь берет свое начало у пирамиды Лувра, проходит через Триумфальную арку и заканчивается гигантской аркой в современном квартале Парижа Дефанс. С 1985 по 1989 годы по проекту знаменитого американского архитектора китайского происхождения Йо Минг Пэя была построена пирамида, полностью состоящая из стеклянных сегментов и обеспечивающая оптимальное освещение подземного холла. Вокруг пирамиды расположены фонтаны и 2 пирамиды меньшего размера. Изначальный проект подвергся критике, но конечный результат ничуть не испортил роскошный императорский дворец, придав ансамблю нотку современности. Проект освещения принадлежит американскому дизайнеру Клоду Энглу, установившему галогенные лампы по внутреннему периметру пирамиды. Через 15 лет руководство Лувра заменило прежние лампы на металлогалогенные, обладающие меньшей мощностью и большей светоотдачей. Так, благодаря холодному освещению, пирамиде был придан более современный облик. Дизайнерское решение Энгла осталось нетронутым. Пирамида состоит из 603 ромбовидных и 70 треугольных стеклянных сегментов толщиной 21 мм. Высота пирамиды 21 метр 65 сантиметров. Длина стороны основания 35 метров. Угол наклона 52 градуса. Вес пирамиды около 180 тонн. Прототипом послужила пирамида Хеопса. Последняя реконструкция изменила и внутреннее пространство музея. Лувр стал доступнее для посетителей. Помещения были расширены, в залах музея стали появляться картины из запасников. Появился отдел «Средневековый Лувр». Музей состоит из 3 корпусов. Северный корпус Ришелье, выходящий на улицу Риволи, Денон, расположенный к югу вдоль Сены, и Сюлли, расположенный в восточной части. В залах Лувра выставлено около 25 тысяч произведений искусства, размещенных в 7 отделах. Древний Египет, Древний Восток и искусство ислама, древнегреческое, этрусское, древнеримское искусство, прикладное искусство, живопись, скульптура, графика и 8-й исторический отдел «Средневековый Лувр». Музей невозможно обойти даже за несколько дней, поэтому стоит выбрать правильную тактику осмотра. Либо увидеть шедевры, ставшие уже символами Лувра, Мону Лизу, Венеру Милосскую, Адониса, Артемиду и так далее, в поисках которых помогают указатели, ведущие к ним из любой части Лувра, либо приходить в Лувр несколько раз на час или 2 и осматривать только какой-нибудь отдел или даже часть отдела. Например, живопись Северного Возрождения или древнегреческие вазы и скульптуру. В отделе живописи представлены все европейские школы, начиная с позднего Средневековья и до середины XIX века. Итальянская школа Джотто, Тициан, Караваджо. Немецкая Дюрер, Лука Лейденский. Фламандская Рубенс, Хальс. Испанская Франсиско Хосе де Гойя.
Голландская – Вермеер, Рембрандт, Ван Эйк. Коллекция французской живописи XIX века – Делакруа, Жирико, Энгер, попавшие в Лувр в начале XX века из Музея современного искусства, находящегося в Люксембургском дворце, одно из лучших собраний в мире. В отделе графики можно увидеть рисунки и гравюры Леонардо да Винчи, Дюрера, Рембрандта. В отделе скульптуры хранятся лучшие образцы французского классицизма – Агюстен Пажу, Гийом Кусту, Антуан Куазе-Вокс. Итальянская школа представлена работами Донателло, Кановы, Микеланджело. Отдел египетских древностей был открыт после реконструкции в конце 1997 года. Благодаря Наполеону и Шампальону египетская коллекция Лувра одна из самых больших в мире и уступает разве что собранию Каирского музея древности. Саркофаги, мумии, сакральная скульптура, папирусы, а также предметы повседневного обихода – посуда, мебель, одежда. В отделе греческих, этрусских и римских древностей представлены редкие по качеству античные вазы и скульптура, в том числе Венера Милосская.